Ты же будешь точно. Да, идем гулять по селу Емецк. Вот это река Емца. Разлилась. До кустов все сухо до тех. Ну, вот Было, до этих. было раньше. Да, там только лодки начинались. А сейчас он куда положили, чтобы не это. Не Обалдеть. Мы вышли с Любашкой погулять с коляской. Мишутка, может быть, сейчас уснет, то что-то капризит. Спать хочет, место незнакомое, новое. Поэтому днем не может уснуть. А мы вышли погулять по Емецку. Вот новый дом строят. Скорее всего, каркасник очень похоже. Скорее всего. Вот эти дома старые. Очень дорого их продают. А дальше еще круче двухэтажные смотри. Сейчас дойдем, посмотрим. Хорошая палка. Копалка. Будешь снимать до самого конца? Ну, я потом, если что, удалю. Музыку наложу. Ну, вот те вот дома, вот они начинаются. 4, наверное, видишь, одинаковые. Угу. Это как раз старая. Главная улица. Да, главная улица села Емецк. Ну что, кто из вас знает, чем отличается деревня от села? Пишите в комментариях, подискутируем. Дома, смотри, все, да? Интересно, какие. Наверное, тоже. Какого года, не поняла. Не знаю, не скажу. Сений вход, да, там? Здравствуйте. Сзади-то сений вход. Да. И здесь вход. А вы заметили, ребенок с нами поздоровался? Это очень удивительно для большинства населенных пунктов, даже для деревни. А тут с нами поздоровались, очень приятненько. Ой, как все разлилось. Смотрите, какой классный гараж. Это явно можно понять, что здесь живет рыбак. Щука с крючками. Смотрите, какой прикольный гараж. Ой, у нас Мишутка уснул. Нет, еще не спит, еще не до конца. Еще сопротивляется. Но очень хочет спать ребенок. Сопротивление бесполезно. Это овца. Да. Только один такой дом. Да. А здесь их много. Вот это стекло. И они прям один кривее другого. Но вот этот зелененький, видимо, реставрирован. Потому что он и покрашенный, и у него вон фундамент чем-то покрыт. Непонятно. Окна пластиковые. Крыша андулином покрыта. Видно, что за домом-то ухаживают. А вот эти дома... Похоже уже вроде. Да. Но тем не менее тоже что-то, видимо, пытаются. Как-то не очень сильно пытаются. А те дальние вообще кошмар. Кошмар, кошмар, а вон пластиковое окно стоит наверху. Да, дует. Но живут, живые. Да, дом-то жилой. И эти дома вроде как похожи. Сейчас посмотрим. Но удивительно, что сам по себе дом двухэтажный. И чердачное помещение, оно большое, высокое, как 3-й этаж. Нет такого вот, что он махонький. Такое ощущение, что там вот еще одна летняя комната наверху. Он двухквартирный, да, получается? Двухъярусная квартира. Не знаю. Да. Сейчас посмотрим, если вход с другой стороны есть, то скорее всего, да. Царские дома. Нет. Нет. Это одноквартирный дом. У него один вход. Одно крыльцо. Это столько здесь комнат. Много. Это ж сколько отапливать. Тоже много, да. Ты решил наверх подняться? Да. А там куда вниз? Ага. Вниз, вот, кстати, вот дорога. Мы с Ксюхой там бегали вдоль дороги, там был песочек. Вот смотрите, это вот самая главная улица Кринчаровская, которая выходит на трассу М8. И она вот идет и заканчивается въездом в реку. Все, дальше дороги нет, на машине дальше не проехать. И вот такая вот тропиночка, по которой мы с Любой сейчас пойдем гулять. И все. А вот интересно, когда река не так сильно широко разливается летом, есть ли там проезд? Смотри, какое все низкое. Вот как
раньше делала, чтобы, да, отапливалась. О, гуси! Гуси-гуси, га-га-га. Есть хотите? Да-да-да. Смотрите, гуси. Беленькие. О, прикольно. Значит, действительно дом постоянно жилой. Класс. Нет, Мишу пытались опять сейчас спать положить. Он опять сопротивляется. Опять его рано опустили в коляске. А домов-то здесь сколько? Двухэтажных-то. Получается, вот этот вот первый, вот этот вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Это самые первые дома, даже вот нумерация идет у них. Вот 8-й, там 7-й. Скорее всего, это одни из первых домов в селе Емецк. Потому что раньше такие дома были. У кого-то вот огород. И в огороде вода. Обалдеть. Все, Мишутка спит. Идем уколбашивать ребенка дальше. Вот такая вот тропка. На машине сюда не подъехать. Ну, скорее всего, на машине можно подъехать с обратной стороны дома, я так думаю. Потому что вряд ли будет дом стоять там, где нет подъезда к нему. Да, вот людям дрова привезли. Получается, подъезд к дому с той стороны. А здесь выход к реке. Представляете, как классно здесь жить? Смотрите. Узенько, да. Домики. Домики, домики, домики. Хопа. Река. Класс. Ну, это классно тому, кто вот здесь просто гуляет, нам. А кто... О, ты посмотри, какие феечки на углу дома висят. Где? Вот, смотрите, какие феечки. Ой, какая прелесть. Так, видно вам, не видно, не знаю. Вот, смотрите, какая красота. Раз феечка. Два феечка. 3 феечка. А, класс. Слушайте, вообще обалденно. Какой водосток. Резной. Классно. А это вот жилой дом. Здесь даже вот кондиционер есть. Здесь люди живут постоянно. И знаете, что самое интересное? Въезд огорожен шлагбаумом. Значит, здесь летом может проехать машина. И вот здесь все огорожено. Частная территория, возможно, для того, чтобы тот, кто едет мимо по пляжу, не смог заехать сюда. Смотри, въезд огорожен со стороны реки. Там дорога летом будет. Да, возможно. Но здесь так классно. Здесь, кстати, все вот обсыпано каким-то вот камушком. Это елочка какая большая, березки. Какую площадку тут люди для себя отсыпали. Еще сделали вон эстакаду. Можно машину ремонтировать. Оба-на. А вот тут вот это будет строиться дом. Это фундамент следующего дома. Под номером 4. Под номером 4. А здесь, смотрите, какой огород. Такие какие-то зажиточные крестьяне живут. По сравнению с соседним домом-то. Чувствуется разница, да? Прицепы такие большие у людей тут. Прям. А вы смотрите, какая палубка у дома. Обалдеть. Мать моя женщина. Да. Интересно, как далеко сможем уйти? А? Красиво. Красиво. Нет, далеко не сможет, потому что сейчас дом закончится. Ну там, наверное, должна быть дорога какая-то в обход. Там потому что поля, насколько я поняла. Но красиво это нам, вот, да, вот приезжим посмотреть, поглазеть. А тем, кто живет здесь постоянно, они не видят этой красоты уже. Может быть. Они уже... Вот как мы в Вайново ездим. Вот когда мы там жили, для нас это было, ну, обычно, обыденно. А вы смотрите, где лед лежит. Это вот до сюда была вода. Здесь, когда ледоход шел, вот сюда выбрасывала льдины. Обалдеть. Какая-то гора. Деревня на горе. Деревня какая-то. А тут картофельные поля, насколько я понимаю. А это что-то подобие метеостанции. Да, похоже. Солнечные батареи
Еще какая-то ерундистика. Тут как будто, знаешь, уже что-то другое. Может быть, какой-то другой населенный пункт, какая-то деревенька. Это же не то, да. Оно вот отделено. Вот это вот Емецк. Картофельное поле. И еще какие-то дома. Идем на разведку. Посмотрим. Когда шел ледоход, как все деревья помяло. Да. И лед вон где И вот лежит, докуда непонятно. лед дошел. Вот это вот так вот стихия выталкивала лед из воды. Обалдеть. Это вот с одной стороны красиво, а с другой стороны страшно представить, когда все это происходило. Это, наверное, такой шум, треск стоял. Лед-то когда лопается, ведь тоже не тихо. Метеостанция. Даже никаких опознавательных знаков, кстати, нет. Как огород. Ну да, как будто чей-то огород. А там, посмотри, как все выкошено. Да. По лужам не ходи. Я же в головках. А, ты ж точно, ты же в галошках. Вон, классная деревенская обувка. Могу себе позволить. Молодец. Какие тут карты. Вы посмотрите, каракатик какой масенький. А какие здесь дорожные знаки. А так погонять хотелось, смотри-ка. Так хотелось погонять вот на такой дороге. Сил нет. Тут, наверное, 60. И даже номеров домов нет. Собака, мы тебя не боимся. Мы на чужую территорию не идем. Поэтому не надо на нас гавкать. А вот ОГМС Емецк. Это вот, наверное, и есть метеостанция. Надо... Так, Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Вот. Объединение. Гидромеteorологическая станция Емецк. Вот она и есть, да. Вот он домик. А вот она Сама. станция, которую обслуживают люди, которые находятся вот в этом домике. Интересненько, интересненько. Так, нельзя они за такой машинкой? Да-да, хотя не факт. Может, они пешком у соседнего дома идут. Там, может быть, машинки-то живут. Может. А слышно, как птички поют? Шебечет. Кстати, самое интересное, нумерации домов нет. Угу. Ой, какой дом впереди красивый. Мы сейчас его заснимем. Какое крыльцо двухстороннее. Вот так вот выйти на это. На крылечко с чашечкой кофеё. Я бы и на этом костер пожечь ходила бы на угорш. Так, с картошкой. Ага. Можно даже без мяса. Согласна. Главное, чтобы соль была с картошкой-то. Смотри, какой дом прикольный. Так. И опять, слушайте, раз крыльцо, два крыльцо. Ага. Это что это? И хозяйство. Хозяйство. Немалое подворье. Наглядь не буду, сильно снимать не буду, но вот так вот покажу. Ой, у меня, кстати, палка моя люфтит. Смотри, что-то как-то подустала. Пора новую. Хочу новую палку, у которой несколько коленев такие вот. И она снимает вот этот вот дрожь. А там просто поле. Поле, русское поле. Какой забор. А забор-то, по ходу дела, пластиковый. Смотрите, он пластиковый. Состоит из панелей. А смотрится как деревянный, ой, как этот кирпичный. Мать моя. А дом-то, дом-то. О, красивый. Современный. Тут уже не скажешь, что это старый Емецк, да? А дорога... Ну, можно сломать ноги. Это старая какая-то. Полоска маленькая сверху лежит. Это, наверное, барана или еще что-нибудь подобное. Я врать не буду, не знаю. Вот смотрите, вот домик и соседствует вот с таким дворцом. Это Россия, детка. Это Емецк.
Поля, поля, поля. Там река, река, река. О, лодка, Люба, цепляем, едем. Вот какой-то интересный дом. Беленький дворец, а рядом с ним избушечка с красной крышей. Простите. Там прямо, да, избушечка. Угу. Это беседка, наверное. Домик для гостей. Те, кто плохо себя ведет, ночуют там под присмотром на все обозрения. А все, у нас дорога кончилась. А дорога кончилась. Ага, правда. Трехэтажный дом-то, да? Ага. Наверху еще дерево, а внизу уже сайдинг. А продолжение уже какое? Мать моя женщина. А что это за продолжение? А что это там за машина какая-то большая стоит, какой-то грузовик? А вот дорога-то идет какая-то. Думаешь, туда? А я пойду на разведку схожу. Хорошо, сейчас посмотрю. Так, дорога. Только ездить на тракторе. Так, куда ведет дорога? А дорога ведет вокруг. Ну, проехать можно. Но что там дальше, я не знаю. Там поля. В обратку пойдем. Пойдем обратно. Ломать ноги не будем. В следующий раз летом сходим. Все. Емецкая ветеринарная лечебница. Смотрите, какой дом интересный. Там с той стороны дома маленькие окошечки, здесь большие. Дом на угоре стоит. Идем по улице Комсомольская. Вот это вот белая кирпичная синяя крыша, это садик. Вот это мамин магазин любимый. Туда все называется. Вот это зеленое здание раньше был Сбербанк. Ну, раньше называлось по-другому. Сберегательная касса. А сейчас Сбербанк. Вот. Очень интересно. Это садик. Да. У нас Миша проснулся. Что ли, выспался мальчик наш? Смотрите, какой домик. С красивыми резными такими кошечками. Очень низко дверь. Вот. Интересно, да, низко дверь? А это что? Емецкий краеведческий музей. Здесь даже есть музеум. Сейчас я вам покажу. Так, улица названа именем Гончаровского Максима Егоровича, делегата первого уездного съезда Советов, погиб от рук белогвардейцев в 1918 году. И еще вот это здание было в 1863 году училищем для девочек. Памятник градостроительства и архитектуре. Вот так вот. Это вам не хухры-мухры. Это Емецк. А вот это нынешний Сбербанк и магазин Московская ярмарка. Там дешевая одежда из Китая. Хотя называется Московская ярмарка. Зато Сбербанк современный. С пандусом для инвалидов. С банкоматами. И все как положено. Идем по центральной улице Гончаровская. Тут уже совершенно другие дома. Тут, честно говоря, дома страшненькие. Это кто был развалюшку, его подняли? Да, был развалюшка, и вот подняли его. Крышу новую постелили. Сделали веранду. Окна позашивали лишние. А сколько народу живет? А это как общага. Муравейник. Человек. Человейник. Точно. Тут один вход. Но очень-очень много окошечек. И окошечки все маленькие. Значит, комнатки маленькие. Ой. А там сзади нет входа? Нет.
Нет, значит, всего лишь это, наверное, как общага. Это кто-то себе отдельный вход сделал в общаге. Какие молодцы, продуманы. Ой, ой, какой шикарный гараж на 2 посадочных места. И домик-то тут обшит сайдингом, выровнен, крыша постельная новенькая. Симпатичный домик. И вот опять видим реку. Реку-разливуку. Опять какой-то гараж. Но самое интересное, это гараж. Такое сейчас жилыми комнатами. Значит, это где вот это? Да, вот этот зеленый. Вот розовые это ворота для машины. Потом зелененькая дверь для людей. Тут же вон окошечко, и наверху еще окошечко. Двухэтажная квартирка. Есть квартира-студия, а есть квартира-гараж. А что нет-то? У кого нет совсем жилья? Машина? Машина Нива. А какая? Люба увидела какую-то машину, идем смотреть какую-то машину. Ого, да. Идем. Смотрите, какая машина. Боже мой. А, походу дела, да, какая-то разборка машин. И вот тут стоит такой раритет. Боже мой. Тут у нее даже номер есть. Смотрите. Машина ГАЗ. О. Ой, у нее краска потрескалась, все полопалось. Смотрите, какой ужас, до чего довели машину. А тем не менее, стекло-то целое, но фара треснутая. Ой, машина-то прямо в землю вросла. А у нее стекла целые. Да. Вот так умирает эпоха.